Виталий Степанович не испытывал симпатии к людям и давно, можно сказать, с юных лет. Он считал, что проявление доброты – это слабость, за которую этот беспощадный мир никогда не прощает. И вот на протяжении долгих лет он закрылся от всех, словно поставив на сердце табличку. Здесь больше не принимают. Все это время он не жил. Он просто существовал как тень, перемещаясь по жизни, не обнаруживая в ней ничего, кроме унылой рутины. В прошлом он преподавал трудовое обучение, а после перенес ужас утраты, овдовел, пережив горечь потери любимой супруги. Воспитал сына, который, повзрослев, давно перебрался в другой город, оставив Виталия одного среди серых кирпичей своего дома. Теперь он трудился ночным сторожем в местном ТСЖ. Все его имущество состояло из связки ключей, фонарика, старой потертой куртки и тишины, навсегда окутывающей его как плед. В голове у него накапливались тяжелые мысли, обременяющие его, словно камни на душе, играя в самой непрекращающейся симфонии банкета одиночества. Еще одно утро четверга началось как обычно, с тяжелой головы и горького кофе. Как и всегда, было трудно просыпаться. Прошлая ночь не задалась. На 3-м этаже снова разразился скандал. Пришлось вмешиваться, грозить вызовом полиции. Такие моменты вида превратился в рутину, и Виталий терпеть их не мог. Раньше он пытался разговаривать с жильцами по-доброму, негодовал. Тихо, дети же, соседи спят. Но довольно скоро понял. Все зря. Люди как будто стали глухими друг к другу. Каждый сваривался в своей банке под этикеткой «не лезь в моё». С течением времени одиночество становилось все более тяжелым, и Виталий ждал, когда же все это закончится. «Вот ведь народ пошел», — ворчал он, проходя через двор. «Ни совести, ни понимания». Мимо мусорных баков он всегда проходил с отвращением. Осенние запахи, горы неубранного мусора лишь подтверждали его худшие ожидания. И вновь он подумал о том, что сейчас звонить в диспетчерскую и слушать «разберемся» все равно, что бить головой о стену и знать, что ничего не изменится. Но на этот раз он, словно завороженный, остановился. В черном мешке что-то зашевелилось. Обычно он бы прошел мимо, крысы, мало ли. Но теперь раздался тонкий, тихий писк. Замирая, он подошел и потянул за узел. Писк усилился, настойчиво зовя его к себе. «Ну что там за сюрприз?» — буркнул он, кидая на мешок безразличный взгляд. Когда узел развязался, Виталий сначала не поверил своим глазам. Это был щенок. Совсем кроха, мокрая, дрожащая, едва открывшая глаза. На лбу белое пятнышко в форме звезды. Он каждый раз видел, как животные бросают или выбрасывают, но такая находка была чересчур абсурдной. «Да чтоб тебя!» Сердце сжалось от неожиданной эмоции. Щенок, кажется, смотрел на него, как будто спрашивал: «И что дальше, человек? Ты ведь решаешь, что будет со мной?» Не хватало еще собачьих спасений. Пробормотал он, почувствовав, как внутренний конфликт захватывает его. Постарел совсем, что ли? Он понимал, разум говорил оставить все как есть, положить обратно и забыть. Но руки сами запрятали щенка во внутренний карман куртки. И он, не давая себе времени передумать, целеустремленно пошел домой. Там, под броней скепсиса и одиночества, вдруг начало что-то затепливаться. Маленькое, теплое. Он еще не знал, что этот момент — начало новой главы в его жизни. Этих жалобных писков, этих глаз, полных надежды, и этой звездочки на лбу хватило, чтобы изменить все вокруг него. Дома Виталий растерянно уставился на дрожащий комочек. «Что теперь с тобой делать? О чем думать?» Щенок издал жалобный писк, будто тоже не знал ответа. «Молока бы тебе!» Он открыл холодильник, и его наполнило разочарование. Пусто.
только баночка кабачковой икры и пара яиц. Ну шикарно. Он на миг ощутил зуд в носу. Чихнул 3 раза подряд. Аллергия. Старая, забытая, но настоящая. Вот уж чего не ожидал. Аллергия на шерсть. Ну, спасибо тебе. Судьба. Он хмыкнул, открывая дверь на улицу, чтобы хоть немного перевести дыхание от тяжелых мыслей. Решив, что отнесет щенка в магазин у дома, авось кто-то подберет, он завернул его в полотенце и вышел в подъезд. И тут его остановил пронзительный голос. «Виталий Степанович, доброе утро!» Это была Зинаида Петровна. Его кошмар в халате, взымающая скандал в любой ситуации. Щенок мгновенно затих. Он ощущал напряжение. «Доброе», — промямлил он в ответ. «А что это у вас там? Не собака ли, упаси Господи?» — спросила она с таким выражением, будто у него на плечах висело молоко с ядовитым запахом. «Временно», — попытался оправдаться Виталий. «Нашел. Вот». «Еще только собачьей шерсти не хватало!» — закричала она. «Увижу хоть волосок, весь дом подниму!» С облегчением Виталий выдохнул, когда ее дверь захлопнулась. Он снова подумал. Отличное начало. «Подождите минутку, Виталий Степанович!» — раздался знакомый голос. Он обернулся. Это была Ольга Аркадьевна, тихая соседка напротив, всегда с палантином и мягким взглядом. «Я все слышала. Можно посмотреть?» — спросила она, и почему-то он не возражал. Расстегнул куртку. Боже, совсем малыш. Ее глаза наполнились участием. И тогда он, невольно расслабившись, сдался. «Я не знаю, что делать», — признался он, выдавив из себя слова, полные растерянности и страха. «У меня есть молоко и соска. С прошлого года осталось, котят выхаживала». Будто прочитав его мысли, сказала Ольга. «Подождите немного, ладно?» Он только кивнул, недоумевая, как неожиданно переполнило его чувство благодарности, не ожидая такой помощи от соседки. «Пап, чего так рано? Все в порядке?» Раздался в трубке голос сына, и Виталий, отстроив в себе стойкость, не знал, зачем набрал номер. «Просто посоветоваться хотел». Он собрался с мыслями и рассказал все, от и до, без лишнего пафоса, просто как есть. Пауза в разговоре вызвала нечто большее — тревогу. «Ты серьезно?» В голосе сына слышалось раздражение. «Пап, тебе 60 с лишним. Какой еще щенок? У тебя аллергия. Ну зачем ты себе такое устраиваешь?» «Я просто подумал, что...» Попытался оправдаться Виталий. «Не думай. Отдай его в приют. Или усыпить, если совсем слаб. Это не твоя забота. Подумай о себе». Слова сына будто хлестнули его по лицу, оставляя только кивок в трубку. «Ладно, извини, больше не беспокою. Пап, подожди, я не хотел...» В ту ночь Виталию приснилась Таня, смеющаяся, живая, в том самом синем платье, которое он так любил и боялся потерять. «Витя, ты ведь всегда был добрым», — сказала она, мягко коснувшись его щеки нежным прикосновением. «Что с тобой стало? Почему ты перестал замечать мир вокруг?» «С тех пор, как тебя не стало», — ответил он во сне, весь поглощенный эмоциями. «Все утратило смысл». «Глупенький», — улыбнулась Таня, словно она не покидала его никогда. «Смысл никуда не делся. Ты просто перестал его искать». Он проснулся весь в слезах. Сердце колотилось как сумасшедшее, будто его душа искала выхода. Рядом, свернувшись клубочком, тихо посапывал щенок. Маленькое теплое существо, прижавшееся к его ладони, словно благодаря ему напоминало, что жизнь все еще продолжается.
И вдруг, как удар молнии, пришло осознание. Господи, я впервые за эти годы чувствую что-то, кроме пустоты. На 4-й день щенок внезапно затих. Он не ел, дрожал, скуля ночью, несмотря на тепло. «Эй, малыш, что с тобой?» Виталий почувствовал, как паника сдавила его горло, стискивая его сердце в безысходности. Он бросился к телефону, лихорадочно вбил симптомы. Жар, отказ от еды, слабость. Без врача не обойтись. Но кто примет их в 2 часа ночи? И тут он вспомнил. Ольга Аркадьевна как-то упоминала, что ее сын ветеринар. Стоя у ее двери, Виталий колебался. Стучаться к женщине ночью с больным щенком — это звучало абсурдно. Но истошный писк в его руке не оставлял шансов на раздумья, и он нажал на звонок. Дверь распахнулась почти мгновенно, словно она ждала его. «Помогите», — произнес он, и за этим словом стояло все. Страх, растерянность и мигающая надежда на спасение. «Ситуация непростая, Виталий Степанович», — сказал молодой ветеринар с усталым лицом, убирая стетоскоп. «Щенок совсем малыш, почти новорожденный. Таких редко удается выходить, но шанс есть. Что нужно делать?» Виталий сам удивился, сколько решимости прозвучало в его голосе. Кормление каждые 2 часа, поддержание температуры, антибиотики. Придется жить по часам. Вы точно уверены? Он посмотрел на комочек у себя на ладони. Маленькая жизнь, беспомощная, и все-таки цепляющаяся за него. «Я справлюсь», — спокойно сказал он, и хоть его сердце колотилось, он почувствовал, как вновь оживает нечто важное внутри него. Ольга Аркадьевна молча дотронулась до его плеча. Этот жест, даже без слов, внес в него больше поддержки, чем все, что он слышал за годы одиночества. Первые дни превратились в марафон без сна. Каждые 2 часа кормление из пипетки, лекарства, измерение температуры, тревога, отчаяние, а затем надежда. Щенок внес в свою жизнь имя — шанс, потому что ветеринар так и сказал. У него есть шанс. Маленький, но все же шанс. «Борись, малыш», — шептал Виталий, когда тот отказывался есть, когда у него не было сил вставать. «Ты сможешь. Мы вместе». И шанс боролся. Словно знал, сдаваться нельзя. На 7-е сутки Виталий проснулся в тревожной тишине. Сердце застучало. Вдруг тишина была неестественной, словно угасшую жизнь. Он подбежал к лежанке. Шанс не дышал. «Нет, нет, только не это!» Он аккуратно, но отчаянно начал массировать грудку, с трудом подавляя охватившую панику. «Дыши, пожалуйста! Живи!» Сколько длилась борьба? Он не знал. Время исчезло. Затем, наконец, появился короткий вдох, слабая дрожь. Открытые глаза, и как только Виталий увидел их, он опустился на пол, прижал щенка к груди и разрыдался. Это было первые слезы с тех пор, как он потерял Таню. «Дядя Виталий, это я! Сережа из соседнего подъезда!» Неожиданно раздался детский голос, нарушив тишину, в которой он утопал. Он открыл дверь, и перед ним стоял мальчишка лет 12, взволнованный, с сияющими глазами. «Мне Ольга Аркадьевна сказала, что у вас щенок. Можно посмотреть. Я могу помочь. Я уже все прочитал в интернете». Виталий растерялся. Пускать ребенка? А если инфекция? Аллергия? «Я руки помыл», — быстро заверил Сережа. «И буду аккуратным, честно». Он не мог противиться, и тот свет в глазах, искренность заставили его сдаться. Впустил. Мальчик, всегда хмурый и одинокий во дворе, вдруг засиял. Он осторожно гладил шанса, говорил с ним шепотом, радовался каждой мелочи, как настоящему чуду. «Ему бы домик», — серьезно заметил он. «Мягкий такой, уютный». «А ты в этом разбираешься?» —
С удивлением спросил Виталий. Хотел щенка, мама не разрешает, а я все равно все читаю. И... Он замялся. Мы можем сделать домик вместе. Вы же по труду учитель? Виталий удивился. Откуда знает? Бабушка рассказала. Сказала, вы классный были. А у меня по труду 2. Табуретка развалилась. Он пожалел себя, хотя и улыбнулся в этот момент. Виталий усмехнулся, поднялся и открыл кладовку, достал ящик с инструментами. Ну что, напарник, начнем? Прошло 2 месяца. Шанс окреп. Стал озорным, подвижным, а дом — живым. Аллергия никуда не делась, но Виталий научился с ней сосуществовать. Уборка, таблетки, расчесывание — теперь это стало привычкой, но главное — он опять начал смеяться. Как в молодости, от души. Каждый раз, когда щенок пытался залаять на отражение в зеркале или катался по полу, барахтаясь за хвостом, квартира наполнилась звуками, запахами, движением. Она стала настоящим домом. «Пап, ты дома?» Раздалось в домофоне. Он застыл. Сын? Невероятно неожиданно. «Поднимайся», — только и сказал он. Игорь появился на пороге с пакетом из зоомагазина. Подумал, шансу может пригодиться. С этим предложением он разложил удивительные вещи. Корм, игрушки, поводок. Виталий молча принял пакет и распахнул дверь. Они говорили весь вечер. Обо всем. О прошлом, об ошибках, о Тане. Об одиночестве и попытках быть сильными. А в центре их общения щенок, уютно устроившийся у Игоря на коленях, стараясь не пропустить ни одной детали их разговора. «Виталий Степанович!» — окликнула его Ольга Аркадьевна. «Знаете, что говорят? Вам бы в председатели нашего ТСЖ пойти. Народ за вас!» Он рассмеялся, расцветая от такого предложения, словно он стал центром нового сообщества. «Подумать можно», — согласился он, ощущая, как вновь обретенная независимость пылает в его сердце. А вечером, выгуливая Шанса в осеннем парке, понял — он счастлив. Не просто счастлив, а по-настоящему. Настоящее счастье. Спокойно, глубоко. «Домой, дружок, нас там ждут. У Ольги Аркадьевны чебуреки», — с улыбкой произнес он и, поворачиваясь к щенку, ощутил, что нас теперь стало больше, объединив всех тех, кто находился вместе в этом заново построенном, но таком теплом мире.